Как вам идея в одном видео разобраться, как правильно, безопасно и выгодно открыть компанию в Польше? Меня зовут Станислав, я 9 лет живу в Польше и занимаюсь бизнесом. Мы помогаем выводить компании на польский рынок. Мы провели 500 плюс платных консультаций. Мы запустили 250 бизнесов на польский рынок. Мы открываем компании, ИП, занимаемся обслуживанием и бухгалтерией. За это время я сделал больше 50 открытых и закрытых выступлений. Я выступал в Dia Business PL, я выступал в сообществе Магия Утра. И если вы только планируете открывать компанию в Польше, в этом видео сжато, емко и практично вы получите все, что вам нужно знать об открытии вашей первой компании в Польше. Поехали! Начать стоит с цели. Зачем вам открывать компанию в Польше? Первое. Я хочу открыть компанию и получить ВНЖ на основе этой компании. Второе. Я хочу выйти на польский, европейский или мировой рынок. Дальше. Я хочу перенести компанию из Украины в Европу и более комфортно и спокойно вести бизнес в Польше. Я хочу иметь компанию в Польше и при этом заниматься, допустим, строительными либо транспортными услугами по всей Европе, работать в Германии, в странах Бенилюкс. Хочу открыть e-commerce бизнес, хочу открыть семейный бизнес. Все это разные цели. И существуют еще другие способы по достижению этих целей. Например, działalność nierejestrowana, бизнес-инкубатор, открыть ИП, не компанию, а ИП в Польше. Поэтому вот здесь вверху будет видео, где мы разберем еще другие способы по достижению вашей цели. Но если вы точно решили, что компания вам подходит, давайте разбираться, как это правильно сделать. В Польше существует несколько способов, как открыть компанию. Первое – это нотариальная регистрация, так называемая по старинке. Второй способ – это онлайн-регистрация через систему, которая называется S24. Но есть еще третий способ, о котором никто не говорит. Это удаленная онлайн-регистрация, находясь в своей стране, например, в Украине. И такие способы и инструментарий есть. Мы, например, умеем это делать. Какие есть плюсы и минусы? Если это нотариальная регистрация, то этот способ подходит, если у вас есть много партнеров, если вам нужно как-то персонально прописывать устав компании, наперед пересматривать риски, которые могут быть между партнерами. В целом это способ для более серьезных предпринимателей. 95% из вас он не подходит, поэтому в этом видео мы будем говорить об онлайн-регистрации компании в Польше, как самом простом, эффективном и выгодном способе регистрации. А почему так? Смотрите это видео. Какие документы нужны, чтобы открыть компанию в Польше? И здесь существует много мифов. Нужно иметь карту по быту, нужно иметь гражданство, нужно иметь мужа или жену поляка, нужно нанять на работу 2 поляков. Друзья, здесь все очень просто. Компанию в Польше может открыть любой иностранец, просто имея загранпаспорт. Но если вы смотрите это видео, то я вас поздравляю. Я вам расскажу, как это сделать более комфортно, какие еще документы лучше сделать, чтобы быстрее открыть компанию в Польше и чтобы точно не иметь проблем с открытием банковского счета. Итак, я напомню, мы открываем компанию в онлайне, и для этого вам нужно иметь 2 вещи. Итак, первое, вам нужно получить номер PESEL. Это аналог нашего идентификационного номера. И этот номер PESEL можно получить как на территории Польши, так и за ее пределами. У нас есть инструментарий, как это сделать удаленно. На основе PESEL вам нужно создать профиль зауфаный ePUAP, то есть электронную подпись. Сразу скажу, что в Польше есть 2 способа, как иметь электронную подпись. Первый способ – это подпись на флешке. Вы к ней привыкли, и я знаю, что в вашей стране есть такой вид подписи. И вторая подпись – это вот этот профиль ePUAP. Мы останавливаемся на ePUAP, потому что это дешевле, лучше, потому что эта подпись не тупит и не тормозит, и просто эффективнее. Чтобы получить ePUAP и подтвердить эту подпись, вам нужно либо находиться на территории Польши и в ближайшем госоргане это сделать, либо существуют, опять же, инструменты, как подтвердить такую подпись, удаленно находясь в своей стране. Если вам интересно, внизу под видео вы найдете всю необходимую информацию. То, о чем мало говорят в интернете, хорошо бы иметь адрес физического лица, вас как физлица в Польше. Это может быть реальный адрес, иногда это договор, где вы не сильно живете, но тем не менее это лучше иметь. Это пригодится для более комфортного открытия компании в Польше, для получения ВАТ-номера, для открытия банковского счета. Теперь давайте поговорим, как технически происходит сама регистрация.
Ну, если вы, конечно, собираетесь это делать сами, то вам нужно искать инструкции, какие-то пошаговые инструкции, где дотошно будут рассказывать, что за документы нужно приложить, где правильно подписывать их. И да, кстати, у нас есть такая инструкция, пожалуйста, хотите открыть сами, действуйте. Но большинству людей подходит регистрация с партнером, потому что, во-первых, вы не знаете языка, во-вторых, скорее всего, ваше время стоит дороже. Чтобы в этом всем разобраться, ну, ребята, ну, нужно там точно недели 2 посидеть, да, и в итоге все равно есть шанс, что вы допустите ошибку. Итак, допустим, ваше время стоит дороже, вы не знаете польского и не хотите допустить ошибку при регистрации, которая может вам стоить до 1 миллиона злотых. И если это так, то вам все равно нужно, как руководителю, как собственнику бизнеса, понимать важные детали при регистрации. И поэтому вы доверяете эту работу профессионалу, то есть подрядчику. И вот какой алгоритм вас ждет. С нормальным подрядчиком вы, во-первых, должны заполнить бриф, то есть некое техническое задание на регистрацию. Там будет указано ваше будущее название компании, виды деятельности, уставной капитал, информация о всех собственниках, партнерах, членах правления, доли, роли, кто имеет право подписи и много всего интересного. Не буду вдаваться в сами детали, да, потому что каждый из этих пунктов можно отдельно обсудить, что на что влияет. А делать ли уставной капитал 5000 злотых или лучше сделать, допустим, 20 тысяч злотых? Нужно ли его вносить на счет, либо он может лежать в кассе наличной? То есть нюансов много, и именно поэтому, скорее всего, вы будете это делать с подрядчиком, с нами, либо еще с кем-то другим. Эксперт дает обратную связь, смотрит на вашу анкету, проверяет название компании в том регионе, где вы будете регаться, чтобы не было конфликта интересов, дает рекомендации по уставному капиталу, по собственникам, по юрадресу и многим другим деталям. Анкета принимается, создаются уставные документы. Сам устав компании, есть ряд документов, которые нужно будет всем подписать физически, и потом поверх этого подписать это все еще электронными подписями, вот те, про которые мы с вами говорили. Далее документы прилаживаются в систему S24, аккаунт регистрируется в идеале на кого-то из вас, да, из партнеров, чтобы он потом принадлежал вам, и вы комфортно могли делать изменения в компании сами, либо с партнером. И это все подписывается, оплачивается госпошлина, она, кстати, составляет 350 злотых, и документы отправляются в суд, в Краевой реестр сądowy. Здесь, в Польше, регистрацией компании занимается суд. Далее суд смотрит на эти документы, если все в порядке, то выдает вам налоговые номера, которые подтверждают, что ваша компания успешно зарегистрирована. Возникает вопрос, сколько времени все это занимает, сколько времени нужно на получение ПСЛ, ЕПУАПа, на регистрацию компании. И здесь так, если вы находитесь в Польше, то, скорее всего, у вас уже есть ПСЛ и ЕПУАП, если нет, то это занимает обычно там буквально 1-2 дня. Дальше регистрация компании, в среднем это 3-7 дней, зависит от воеводства, где вы будете подаваться. Если вы не находитесь в Польше и хотите, по сути, открыть компанию удаленно, получить ПСЛ, ЕПУАП удаленно, открыть компанию удаленно, если собственники еще и в разных местах находятся, кто-то там в Украине, кто-то в Америке, кто-то на Кипре, то обычно по нашей практике это 2-3, иногда 4 недели занимает полностью вот этот процесс. Каждому электронные подписи сделать и потом в итоге выслать документы в суд и зарегистрировать компанию. Итак, вы зарегали компанию, у вас должно быть 3 номера: НИП, РЕГОН и КРС. Это 3 разных номера, за разные вещи отвечают. Так или иначе, самое главное, по любому из этих номеров вы должны в Краевом реестре сądowym видеть информацию о своей компании и иметь выписку, да, PDF, с информацией о вашей компании. И на этом процесс регистрации компании юрлица заканчивается, но процесс запуска бизнеса на этом не заканчивается, потому что есть ряд желательных, обязательных и рекомендованных вещей, которые нужно сделать. Например, нужно открыть банковский счет. Большинству из вас нужно получить ВАТ-номер, а бывает еще ВАТ-ЕУ номер. Кому-то нужно получить номер ЭОРИ, потому что вы будете заниматься импортно-экспортными операциями. Кому-то получить какую-то лицензию на агенцию працы, на строительство, на транспортные перевозки. Ответ на вопрос, что делать после регистрации, вы можете найти
в этом видео. Самое время понять, окей, а какие есть налоги. И это одна из самых больших ошибок, которые допускают. Люди сначала думают, и такие замотивированные, да, хотят открыть что-то, а потом, ого, оказывается, здесь нужно платить налоги, а оказывается, это там не как в моей стране, там от оборота, тут есть, оказывается, двойное налогообложение и так далее, да, то есть нюансов много. Поэтому специально для вас внизу под видео в первом закрепленном комментарии я подготовил инструкцию, как вам получить доступ к моему закрытому мастер-классу, где я полностью пошагово разбираю систему налогообложения в Польше. Мы говорим про налоги в спилке ЗО, и очень круто и важно, я рассказываю про налоги для ИП, то есть полностью весь комплект, еще и включая ВАТ, да, то есть посмотрев один вот этот мастер-класс, вы будете знать все, что вам в базе нужно понимать про налоги в Польше. Поэтому действуйте прямо сейчас, используйте инструкцию в первом комментарии и получайте этот урок совершенно бесплатно. В этом и в предыдущих 300 видео на канале мы дали вам достаточно информации, чтобы открыть и вести бизнес в Польше самостоятельно. По крайней мере, так говорят наши подписчики. Но если ваше время и нервы стоят дороже, и вы хотите правильно, безопасно и выгодно открыть компанию в Польше, то я предлагаю доверить эту работу нам. И вот 3 причины, почему это важно сделать. Первое – опыт. Мы поработали во всех вертикалях. Мы открывали транспортные, строительные компании, мы работали с e-commerce. По сути, любой бизнес, с которым вы придете, мы с ним, скорее всего, работали. И самое главное, мы не только открывали эти бизнесы, то есть просто компании, а еще и часть этих клиентов вели. Поэтому мы знаем, что дальше делать с этим бизнесом и как правильно зарегистрировать такую компанию сегодня, чтобы в будущем было комфортно и безопасно вести бизнес в Польше. Второе. 9 лет жизни и бизнеса в Польше. За это время у нас появились шаблоны, чек-листы, готовые материалы для использования, видеоинструкции. И все это мы отгружаем вам. И третье – это экологичность. Это значит, что мы говорим правду, если видим какие-то риски и нюансы конкретно в вашем бизнесе. Если вам интересно работать с нами, внизу под видео вы найдете все ссылки. Сколько денег нужно на открытие компании в Польше? Существует как минимум 3 ценовых порога, которые вам нужно зафиксировать. Первое – это бесплатные или очень дешевые. По сути, это либо 350 злотых, это именно столько стоит госпошлина на регистрацию компании. Это способ, когда вы, по сути, регистрируете компанию сами. Сюда же относится способ под названием «Компания в Польше за 1 злотый». Интересно, вроде бы выгодно, но конструкция такая. Вы регаете компанию с каким-то партнером, с подрядчиком, они подписывают с вами договор там, на обслуживание бухгалтерии еще на 2 года. И если вам бухгалтерия не понравится, а от бухгалтерии очень многое зависит, то вы, по сути, потом не можете с этой историей спрыгнуть или заплатить им за все те будущие года обслуживания. Ну и сюда же, наверное, относятся все те, кто регистрирует компании в Польше за 300, 500 злотых, за 800 злотых. Дальше вы поймете почему, потому что деталей и нюансов очень много. Итак, следующий диапазон – это от 500 евро до 1000 евро. Это то, где находится весь основной рынок, в том числе мы в этом диапазоне. Ну и здесь, конечно, много нюансов. Да, с кем работать, почему у одних это стоит 500, а у вторых, допустим, 1000, по сути, в 2 раза дороже. Например, потому что регистрация компании в Польше не заканчивается тем, что вы просто получили ваш налоговый номер и там какую-то выписку. Есть еще много нюансов и деталей, которые нужно прорабатывать. Поэтому, по сути, подрядчики в этом диапазоне отличаются тем, что входит в их продукт, что помимо регистрации они дают, какие шаблоны, чек-листы, видеоинструкции. В этом видео разберемся с вами с интернет-банкингом для фирм. Трудоустройство человека в Польше и высылку его. Выставлять фактуры, то есть инвойсы на английском языке для наших контрагентов в Польше. Полезные контакты, да, что еще они вам дают, кроме фактической регистрации. Ну и, кстати, все, что я перечислил, мы в своей регистрации даем. Но еще хочется добавить такие неочевидные, на первый взгляд, вещи. Берут ли от вас трубку после регистрации? Делает ли эту всю регистрацию на ваших аккаунтах? Принадлежат ли электронные подписи вам, как заказчику, а непонятно кому-то и непонятно где? Объясняют ли вам на вашем языке, какие бумаги вы подписываете, куда они потом будут высылаться? И самое важное, решает ли за вас те проблемы, которые могут возникнуть. По нашей статистике, у одной компании из 10 так или иначе возникают какие-то вопросы. Плохо подписи считались в Ужонде Скарбовом,
допущена ошибка в каком-то слове, да, и так далее. Проблем бывает много, и поэтому важно, как с этими проблемами этот подрядчик будет работать. И третий диапазон – это 2, 3, 5 тысяч евро в зависимости от вашей конструкции, стратегии бизнеса. Это, возможно, какие-то сложные схемы, слияния. У вас компания на Кипре, на которую открывается компания в Польше. У вас много собственников, вы регистрируете компанию через нотариуса и так далее. Сколько денег нужно на содержание? Мы обсудили, сколько нужно на открытие, но мало кто говорит о содержании компании. И у вас должно быть как минимум две составляющих. Это актуальный, легальный юридический адрес в Польше, и это нормальная, качественная бухгалтерия. Юрадрес – это очень важно, и от этого многое зависит. Здесь вверху смотрите видео на эту тему. И здесь есть два способа, как иметь юрадрес. Способ номер один – это снять виртуальный юридический адрес. Этим способом пользуются многие наши клиенты. И такой адрес стоит в среднем 30 евро в месяц. Второй способ – это иметь реальный офис, на адрес которого вы и зарегистрируете вашу компанию. Второй расход по содержанию компании – это качественное профессиональное бухгалтерское обслуживание. Цены стартуют, я бы сказал, от 100-150 евро в месяц. Они зависят от того, польская либо там русскоязычная бухгалтерия вас обслуживает, от того, какой подход и задачи они решают для вас, и от количества документов, которые в месяц они обрабатывают. Конечно, это база. И есть расходы, которые могут быть конкретно в вашем бизнесе. Может, вам нужно взять лизинг на автомобиль, оплачивать какие-то сервисы, иметь сотрудников, снимать дополнительный склад или офис. А может, ваш бизнес нуждается в какой-то лицензии, например, алкогольной. Это очень важно, и все эти вещи мы обсуждаем на платной профессиональной консультации. Внизу под видео вы найдете всю информацию. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и хорошего вам бизнеса в Польше.